Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Дмитрий. И сегодня я представляю вам вторую часть, так сказать, своего пилотного видео, посвященное моей небольшой накопленной коллекции автомобилей производства СССР в формате 1.43. В первой части, напомню, я вам представил свою коллекцию ремейков СССР. И, собственно, вторая часть, которую сегодня покажу, чуть меньшую коллекцию, но тем не менее для меня очень дорогую во всех отношениях. Это коллекция именно моделей, как бы там саратовских, как бы там, да, танталовских, производства, ну, практически все там до 90-го года, то есть до развала Союза. Таких моделей у меня немного меньше, чем ремейков. Наверное, все-таки обусловлено тем, что сейчас бум на это коллекционирование. Цены на автомобили коллекционные советские немного возросли, чем это было даже там 3-4 года назад. Потому немножко с этим собирательством я немного сейчас приутих. Но, тем не менее, как только что-то появляется интересное, то, чего у меня нет, и по более-менее приемлемой цене, обязательно пытаюсь купить. Ну, собственно, опять же, сегодня, как вторая часть пилотной серии, модельки все стоят в коробках, я их так в общем покажу каждую отдельно, пройдусь немножко, как бы там, да, для того, чтобы на последующих наших, так сказать, сериях, встречах я более подробно, может, остановился на каждой. Если это, конечно, будет интересно, ну, мне, по крайней мере, точно будет интересно, еще раз это все вспомнить и обо всем. Начать, наверное, так, мини-обзор хотелось бы с тех моделей, или с той модели, наверное, самой для меня ценной в некотором плане, да, самой первой модели, которую мне подарили родители. Она сейчас как такой вот памятник, что ли, который требует восстановления. Это КамАЗ, самая первая машинка, которую мне подарили, не помню, сколько мне было лет, наверное, может быть, лет 5, то есть это был, наверное, год где-то 85-й. Я ее, конечно же, тот же первый день, который она у меня появилась, я ее поломал. Ну, собственно, папа как мог восстановил, вот в таком состоянии он у меня находится, и даже не хочу ее восстанавливать, как есть, так будет, память. Собственно, ЗИЛ оттуда же, с детства, брат мне подарил. Собственно, это у нас, господи, как он называется, уже забыл, Спринт Бертон. Да, но я его, честно говоря, немножко даже покрасил, потому что был он в ужасающем действительно состоянии. Это одна из тех машин, которыми игрались в песочнице. Ну, более-менее состояние нормальное. Но это как бы то, с чего начиналось детское коллекционирование. Ну и теперь вкратце пройдемся быстренько по каждому, так сказать, столбику моих машинок. Те, которые есть. Опять же, повторюсь который раз, конечно, у большинства моделей коробки не родные, то есть агатовские. Но для, так сказать, сохранения модели, для сохранения ее вида, чтобы она не пылилась, там, не царапалась, не ударялась, я думаю, этого вполне достаточно. Хотя на сегодняшний день, конечно, как я смотрю по аукционам, оригинальные коробочки, особенно там, да, начало 80-х, там, конец 70-х, представляют порой не меньшую, так скажем, коллекционную ценность, чем сама машинка, что меня иногда очень сильно удивляет. Ну, наверное, есть какие-то почитатели, наверное, этих коробок, там, принтов, рисунков, которые на них изображаются. Ну, возможно, действительно, любовь к такому печатному искусству
того времени. Вот эти модели, которые сейчас я показываю, в принципе, ну, как бы, да, все вот эти там, да, гатовские, там, таловские, еще каких-то там, опять же, заводов, сейчас не будем это все вспоминать пока. Ну, начал я коллекционировать, наверное, лет, опять же, 7 назад, причем очень как-то странно начал коллекционировать. Нашел свои старые детские модельки. Думаю, что они лежат. Думаю, взять их, продать, что ли. Все равно мне никакого интереса они не представляют. Чем мне тут нужны? Ну, такое настроение было не очень хорошее. Что-то залез в интернет, так сказать, посмотреть примерно, где это можно их продать или что. И тут смотрю, что что-то прям какой-то на них ажиотаж, что они продаются и покупаются, и очень много их. Я даже не знал, что, оказывается, столько было машинок в то время. Знал, там, что есть, ну, там, ну, Москвич там какой-то один, ну, там, Волга, там, Жигули. А тут, оказывается, их огромное количество, разные цвета, какие-то там между ними различия, то есть там идет какие-то дорогие, думаю, интересное дело, надо изучить поподробнее. Ну, собственно, после этого свои машинки передумал продавать, хотя уже даже умудрился выставить какое-то бесплатное объявление, но увидев какой-то живой интерес, решил приостановить. И, собственно, начал сам потихонечку искать модели. Думаю, авось что-то интересное найду и получится купить. Ну, собственно, так это было лет 7 назад, еще не было огромного количества перекупщиков моделей, которые сейчас есть на всех бесплатных и платных сайтах объявлений. И как-то потихоньку получалось действительно находить людей даже в своем городе, там, да, чтобы купить по более-менее нормальной цене машинку. То есть более-менее нормальная цена на тот момент, по крайней мере, там, да, 7 лет назад, 5 лет назад, я считал там около, ну, там, 10, ну, потолок $20 за штуку. Ну, да, честно говоря, получалось даже и дешевле. Да и по $5 получалось, как бы, ну, ввиду того, что тот, кто продавал, не особенно разбирался. Кстати, вот эта вот модель Волга тоже как бы одна из первых, которые подарили наряду с этим КамАЗом. Эту уже Волгу я уже холил и лелеял. После того, как разбомбил КамАЗ, она у меня уже лежала в серванте, позволял себе играться пару раз в месяц ею. Ну, собственно, сохранилась она соответствующая. Это уже, опять же, этот Аэрофлот тоже мне подарили родители, но тут вообще как бы я играться себе не позволял, только стоял в серванте, смотрел только на нее. Ну, собственно, по поводу, опять же, цены, как бы, да, около десятки долларов, как бы так стоило все там, да, но что-то в последнее время цены стали подниматься на эти модели, все труднее стало позволить выделить из своего бюджета, да и спрос нешуточный, то есть на аукционах, да, или там, которых, в принципе, появляются модели, если модель тем более стоящая и по более-менее вкусной цене, рассчитывать на то, что ты ее купишь, практически нереально. То есть переплачивать уже приходится серьезно. То есть на сегодняшний день, как я погляжу, уже там вот саратовские модели, как бы там, да, там, номерные, уже сложнее становится купить, дешевле $20. А $10 это вообще, честно говоря, редкость. Мне такая редкость уже, наверное, года 2 не попадалась. Хотя сравнительно недавно получилось купить, правда, не номерные, но в очень хорошем состоянии москвичи, Волги, вернее, Волгу, несколько москвичей и Волгу.
И в принципе очень хорошее состояние, меня порадовало. Даже где-то сейчас посмотрю, где они расположены. По-моему, вот этот москвич купил, вот этот. Какой-то там еще. А вот этот вот синий, там 3 москвича взял. И вот эту волжанку. В принципе, вот эти модели мне вышли где-то вот по $11. Ну, хоть и постномер, но я доволен. То есть модельки неплохие. Ну, собственно, вторая часть, так сказать, да, нашей пилотной версии. Обзор моей коллекции моделек, накопленных за последние 7 лет, практически с нуля. На сегодня завершена. Всем спасибо за просмотры, за комментарии, за лайки, может быть, за обоснованные дизлайки. Оставляйте свои какие-то пожелания, может, какую-то модель вы бы хотели в более близком, так сказать, рассмотрении посмотреть первой в следующем нашем видео. Всем спасибо, всем до свидания.